Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю, как стать дизайнером одежды. И если вы еще не подписались, не забудьте это сделать, чтобы не пропустить новые ролики. Сегодня у нас новая тема – рисование. Зачем нужно рисование для дизайнера одежды, я рассказывала более подробно в прошлом ролике. Посмотрите его обязательно. Рисование важно не только для дизайнеров одежды, и вообще, в принципе, в повседневной жизни оно может помочь вам справиться со стрессом, выйти из депрессии, возможно, даже. Либо вообще открыть свою творческую натуру, раскрыть свои потенциалы. Также это важно, даже, в принципе, в маркетинге очень вам будет полезно. Ну, если вы этим занимаетесь, если вы связаны с этим. Но если нет, то рисование просто приятное времяпровождение также. Сегодня мы начинаем рисовать, то есть мы потихоньку подбираемся к практике. Практике в курсе нашего обучения на дизайнера одежды. Рисование у нас будет проходить, мы будем проходить практически все этапы художественной школы. Для того, чтобы понять просто основы вот этого рисования, мы будем рисовать тело человека, лицо. Далее мы будем рисовать одежду, элементы одежды, драпировки, складки какие-то. Просто... Даже имея цель, но не располагая самодисциплиной, те вещи, которые легко сделать, человеку легко и не делать. Почему? Поясняет в книге «Тонкая грань» Джефф Олсон. Причина в том, что если этого не сделать, то прямо сегодня это никого не убьет. Но накапливаясь со временем, даже небольшая погрешность в суждениях и действиях уничтожит все шансы на успех и сметет любые мечты. Ты можешь прекрасно знать, что гамбургер – это вредно, но ты решаешь дать себе слабинку и съедаешь его, потому что один гамбургер – это не опасно. Да, ты совершенно прав. Поедание одного гамбургера не убьет прямо сейчас. Это произойдет лет через 10-15, когда ты съешь их 5000, и натруженное, ожиревшее сердце однажды сдастся. Миллионы и миллионы людей мечтают о больших целях, но не располагая волей и дисциплиной, разменивают их по мелочам каждый день. Потому что легко сделать, но легко и не делать. Для дизайнера вообще рисование очень важно. Важно почему? Потому что дизайнер, он вообще, в принципе, он творец. Он придумывает какую-то идею, образ, и он должен суметь перенести его на бумагу. Но если вы этого не умеете, то не волнуйтесь, мы научимся рисованию. Это не так сложно. Рисование вообще в том формате, которым я покажу вам, оно практически просто какие-то основные правила будут, и нужно будет по ним пройтись, и вы сможете нарисовать любое лицо человека, либо тело, либо одежду и так далее. В любом случае, этот процесс очень интересный, творческий, будем погружаться. Более подробно я буду вам все рассказывать, показывать. И, естественно, рисовать мы будем с вами вместе. Давайте вы тоже повторяйтесь, включайтесь уже в работу. Давайте уже будем что-то творить своими руками. Так, начинаем рисовать. Академический рисунок примерно получится у нас. У модели 180 сантиметров примерно роста. Это будет 8 голов. Каждая голова равняется 2 сантиметрам. Плечи по 2 сантиметра, грудь 1,5 сантиметра, талия по 1, бедра по 1,5. Далее рисуем грудную клетку, линия пресса, линия груди, плечи, коленные. Теперь мы рисуем тазобедренные кости. Наш таз соединяем, коленные суставы, ноги начинаем вырисовывать, бедра. Бедра имеют 2 объема мышечных. Далее продолжаем рисовать ноги. Как видите, ноги у нас не такие прямые. Мы рисуем фигуру мужчины. Локти на уровне талии. Длина рук примерно до середины бедра. Не волнуйтесь, если что-то
неправильно нарисовали, всегда можно исправить, стереть. Мы рисуем карандашом, потому проблем никаких нет. Теперь обводим все, что у нас получилось. Теперь видно, как сформированы мышцы, части тела. Ты должен уважать свою цель и мечту настолько, чтобы оставаться дисциплинированным, уверен Дензел. Но я открою тебе маленький секрет. Дисциплина приходит легко, когда ты любишь то, что делаешь, когда подчиняешься внутреннему устремлению, вместо того, чтобы настойчиво добиваться того, чего в душе просто не хочешь. Дальше мы будем рисовать фигуру мужчины, также профиль, то есть боком. Также у нас длина фигуры 8 голов, каждая голова по 2 сантиметра. Все те же линии, основные плеч, груди, талии, бедер, они будут параллельны нашей первой картинке. Также вот грудь, руки вырисовываем. Кстати, как ни странно, на картинке кажется, что руки у нас очень длинные. Но на самом деле руки такие и есть. Они примерно до середины бедра. Обводим, что получилось. Теперь рисуем женскую фигуру. Женская фигура рисуется примерно так же, с небольшими изменениями. То есть плечи у нее будут уже, талия уже, но шире бедра. А все остальное также по аналогии. Группы мышц примерно так же сформированы. На ногах, на руках. Такие же ноги. Видите, первый объем, потом второй объем, внутренние мышцы бедра. Дальше ноги ниже. Рисуем для того, чтобы понять разницу вообще, в принципе, в мужской и женской фигуре, как это рисуется и показывается на рисунке. Это у нас пока еще академический рисунок, это не фэшн-модель. Фэшн-модель отличается тем, что она удлиняется по длине, вытягиваются ноги, и она визуально кажется более стройнее. А здесь картина по более-менее правильным пропорциям тела человека. Академический рисунок. У всех есть мечты, но в какой-то момент жизни ты идешь на компромисс. Берешь работу, которую ненавидишь, чтобы получить социальный статус. Перестаешь верить в свои мечты, сдаешься. Но ты живешь только один раз. Не бойся выходить за рамки. Не бойся мечтать и мыслить нестандартно. Не бойся потерпеть неудачу. Мечтай о большем, но помни, мечта без цели – это лишь мечта, питающая разочарование. Цель – это якорь твоей мечты. Вот почему важно иметь цель всей жизни, ежегодные, ежемесячные и ежедневные цели. Цель всегда поможет принять верное решение, и всякий раз, когда придется делать выбор, ты сможешь выбирать то, что потребует твоя цель. Далее мы рисуем фэшн-модель. Берем 11 голов, 22 сантиметра, каждая голова по 2 сантиметра. Мы будем рисовать ее в динамике. Вырисовываем такие линии, слегка параллельные, но, как известно, параллельных линий не бывает. Да? Все линии где-то примерно сходятся в одну точку, потому мы их рисуем под таким углом всем. Также линия плеч и груди по 1 сантиметру, по 1,5, то есть сантиметра, талия по 1, грудь 1,5. Вырисовываем ноги таким же примерно образом, как мы рисовали в академическом рисунке, но более вытянутые формы, более плавные, красивые, так как это все-таки фэшн-модель у нас. На ней в будущем мы уже будем рисовать одежду. И нарисуем руку немножечко так, что она ее кладет себе на тело, в районе талии. Попробуйте обязательно нарисовать такую модель дома. Покажите ваши рисунки, получается ли, что получается. Покажите, может быть, у вас
дар есть такой определенный, рисовать тело человека для будущих эскизов. И не волнуйтесь, если не получается, с опытом это придет. Попробуйте несколько раз. Высылайте картинки, давайте посмотрим. Будем делиться опытом, присоединяйтесь уже к нашей практике. Дизайнер – это творец, который способен не только производить, он постоянно создает что-то новое, абсолютно не похожее на все его предыдущие идеи. Лицо женское, более стилизованное, то есть здесь не совсем такие правильные черты лица, какие обычно рисуются в лице человека. Кстати, мы берем исходником круг диаметром 10 сантиметров. Далее из него уже вырисовываем вот такой овал. Так вот рисуем губы, нос вырисовываем. Покажу на картинке подробнее. Попробуйте тоже обязательно рисовать. Что интересно, когда, особенно, по-моему, когда первый раз рисуешь лицо человека, и получается лицо похоже на кого-нибудь, а может быть даже и на себя, либо на очень какого-то близкого человека. Попробуйте нарисовать, посмотрите, что у вас получится. Губы немножко пухлые, чуть приоткрытый рот рисуем. Пухлые губы сейчас в тренде, в моде, а у нас как раз таки стилизованное лицо, фэшн, для фэшн эскизов, стилизованные глаза. Тоже мы их не дорисовываем, не прорисовываем. Если получится в следующем ролике, покажу, как вообще в принципе по всяким. То, что ты делаешь намного больше, не означает, что ты приближаешь цель, разъясняет Дензел. Не путай движение с прогрессом. Я стараюсь ставить перед собой цели каждый день. И ты для достижения своей цели должен быть последовательным каждый день, а не 2 дня в неделю по вторникам и четвергам. Ты должен работать над этим. Каждый твой день должен быть спланирован. Для того, чтобы достичь большой цели, нужно сделать всего один, но правильный выбор. А далее 10 тысяч маленьких шагов, следуя четко намеченному плану. Вот, вырисовываем брови по тому принципу, как делают брови в макияже визажисты. Это правильная форма брови. Она берется на основе от переносицы носа, край глаза, внешний и внутренний. Это длина бровей. На рисунке покажу подробнее, чтобы вам было понятно, как правильно должны быть какие брови. Волосы дальше рисуем, лишние линии все стираем, скулы прорисовываем, шея, ключица. Дальше следующая модель. Лицо мужское, профиль. Тоже на основе круга диаметром 10 сантиметров. Рисуем нос. Смотрим просто, как это все сбоку примерно рисуется. Вот это уже не стилизованно, это более академический рисунок, то есть с правильными чертами лица. Попробуйте потом на практике. На видео подробно я рисую все, каждую черту лица. Прорисовываю, в том числе и скулы. Так что несложно научиться, повторяя рисунок. Не волнуйтесь, если что-то не получается, всегда можно все исправить. Мы рисуем карандашом. И высылайте свои рисунки. Показывайте, делитесь своим опытом, что у вас получается, как получается. Я очень хотела бы, чтобы мои работы видели миллионы людей по всему миру. Я знаю, как создать произведение искусства, доступное и понятное каждому. Я нахожу оригинальные идеи в обыденных вещах и реализую их в творчестве. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, видеоурок был полезным. Тогда поставьте лайк.
И не забудьте подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Будем продолжать рисовать. Всем пока!